Как аюрведа лечит тревожность? Древний взгляд на современную проблему. Знаете, что тревожность – это не только в голове, но и в теле. Аюрведа объясняет, причина в дисбалансе вата-доши энергии ветра, и именно ее мы будем балансировать методами аюрведы. Меня зовут Борис Рогозин, я врач аюрведы с 25-летним опытом. Сегодня мы поговорим о тревожных расстройствах, одним из самых частых вызовов современного человека. Что интересно, аюрведа 1000 лет назад описала механизм этой проблемы. И сегодня ее рекомендации удивительно актуальны. Я практикую аюрведу последние 25 лет и часто рекомендую своим клиентам делать то, что говорит аюрведа при тревожности. Что такое тревожные расстройства по аюрведе? Тревожность – это дисбаланс вата-доши, особенно подтипа прана-ваты, который управляет умом и нервной системой. Когда прана-вата движется неправильно, ум становится нестабильным и возникает тревога. Часто к этому добавляется истощение оджаса, а это жизненная эссенция организма. Отсюда ощущение неустойчивости, внутренний страх, неспособность расслабиться. И основные симптомы, которые могут возникать в этой ситуации, это беспокойство, страх и бессонница. А также учащенное сердцебиение, поверхностное дыхание, ощущение внутренней пустоты, напряжение мышц, психосоматика и ветренность ума, невозможность сосредоточиться. Все это классический дисбаланс вата-доши или энергия ветра. Как панчакарма помогает при тревожных расстройствах? Панчакарма – это не просто очищение тела. Это глубокая работа с умом и энергией. Все зависит от того, как долго вы проходите панчакарму. 3 дня, 5 дней, 7 дней, 14 или 21. Если мы говорим про 21 день, то там есть фаза подготовки, в которую входит масляный массаж абьянга, всего тела теплыми маслами, особенно лечебными маслами. Это очень сильно успокаивает вата-дошу, заземляет и снимает внутреннее напряжение и напряжение на уровне мышц. После этого делается широдара, это поливание теплого масла в зону третьего глаза. Оно дает глубокое расслабление ума, стабилизация праны или энергии и восстановление оджаса. Оджас – это жизненная сила. Основная фаза, которая идет после подготовки, это очищение. Басти, масляные клизмы, главный метод для баланса пита-доши, а также других дош. Он убивает все бактерии, убирает избыток ваты из дома ваты, толстого кишечника, и запускает все системы в организме, а также правильная циркуляция дош. Ощутимый эффект для нервной системы будет довольно-таки быстро. И после этого делается насья. Очищение носа маслом или специальными отварами, которые помогают почистить ментальные каналы. Вы не ослышались? Именно ментальные каналы, потому что есть смеси трав, типа метха-йог-чурна, которая влияет на наш мозг. Фаза восстановления – это третья фаза, которая идет сразу после очищения. Она называется расаяна или омоложение и регенерация. Туда входят травы, такие как ашваганда, который восстанавливает силу, пачак, который налаживает обмен веществ, якрут-ароги-чурна, который приводит в порядок печень и поджелудочную и поддерживает агни, и травы для мозга. Брахми, шанкапушпа, джатаманси или сборы типа метха-йог-чурна, которые успокаивают ум,
эффективно при тревожности и бессоннице. Также во время панчакармы и после панчакармы очень важно вести пранаямы. Нади Шодана, которая балансирует вату и питу. Брахмари пранаяму, которая вибрационными потоками снимает тревожность. Медитация и ароматерапия, запахи сандала, лаванды, розы помогают стабилизировать ментальный фон и снять внутреннее напряжение. Примерный протокол, который делается во время панчакармы при тревожных расстройствах. Первая неделя – это обычно подготовка, легкое питание, каши, тушеные овощи, прием какого-либо масла, ги или масла черного тмина, ежедневная абьянга или промасливание, медитация, пранаямы и эмоциональная разгрузка, снижение внешней стимуляции. И я обычно, когда делаю онлайн панчакарму, иду именно по такому графику. На второй неделе промасливание, процедуры различные для головы, для нервной системы, маленькие клизмы для того, чтобы успокоить вата-дошу и привести в порядок микрофлору кишечника. Вы знаете, что микрофлора кишечника напрямую связана с головой. И вот в этом видео я рассказываю про это. Обязательно посмотрите. И на третьей неделе мы также делаем восстановление, прием трав, которые питают ткани, медитация, йога, дыхательные практики. Продолжение легкого питания, оно может быть какое-то время, ну и вообще правильное питание после очищения помогает поддержать эффект очищения. И также в эту неделю можно делать возвращение к активности. В клинике, в аюрведической клинике панчакарма проходит более насыщенно, более глубоко, там больше часов занятости вашей, при которой вы проходите через большое количество процедур. Какие результаты дает панчакарма при тревожных расстройствах? Глубокое расслабление нервной системы, особенно если вы будете менять свои привычки. Снижение или исчезновение хронической тревожности. Это с помощью трав, процедур и, конечно, правильного образа жизни. Восстановление сна – это очень важно. И повышение устойчивости к стрессу. Улучшение концентрации, которой можно достичь с помощью очищения и трав. А главное – восстановление оджаса, это внутреннего резерва организма. Важно помнить, панчакарма не подавляет тревогу снаружи, как таблетки, а устраняет корень, дисбаланс ваты и истощение оджаса изнутри. Именно поэтому эффект после панчакармы часто бывает долговременный, если вы продолжаете поддерживать свой режим питания и жизни согласно своей доше. Вы можете посмотреть мое видео и научиться определять, какая доша у вас, для того, чтобы понять, как работает аюрведа. Если вы хотите узнать больше про поездку на панчакарму или записаться ко мне на консультацию по аюрведе, чтобы я составил индивидуальные рекомендации, пишите в комментариях. Также мне интересно, если вы сталкивались с такой проблемой, как тревожные расстройства, что вы делаете, какие травы из аюрведы вы пьете, а главное, какие процедуры и практики вы делаете. Напишите, пожалуйста. Ваш опыт очень важен. Другие люди могут также посмотреть, изучить и сделать это для себя, для того, чтобы оставаться спокойным, не тревожиться и чувствовать себя намного лучше. Будьте в балансе. С вами был Борис Рогозин, врач аюрведы. До встречи.